Всем привет! Меня зовут Мария, и я делаю видео для тех, кто изучает русский язык. Но если вы смогли сдать ЕГЭ по русскому, то вы все равно можете посмотреть этот влог, потому что сегодня я иду в музей. Я живу в Красноярске, в Сибири, а музей называется Красноярский краевой краеведческий музей. Сегодня нас ждет специальное мероприятие «Ночь музеев». Если вы не знаете, что это такое, то это событие, когда музеи открывают свои двери для посетителей поздно вечером или ночью, один день в году. И делают они для этого дня специальную программу. Теперь время удивляться. Вот так выглядит здание музея. И вы можете сказать: подождите-ка, смешная шутка, это явно где-то в Египте, но нет. Краеведческий музей в Сибири построен как египетский храм. Леонид Чернышов, архитектор этого здания, был очень увлечен египетской культурой, которая вообще была крайне популярна в то время в Европе, насколько я знаю. В 1914 году было начато строительство, но Первая мировая война, а также гражданская война в России все задержали, и музей здесь начал работу в 1929 году. Но до этого он работал в другом здании. Вот фотография музея в 1940-м. Мост, который вы увидели в начале, еще не построили. Возможно, эти деревянные балки на переднем плане как раз знаменуют начало его строительства. Сначала я пошла на экскурсию забытой профессии. Первая профессия – ямщик. По сути, ямщик – это перевозчик почтовых или торговых грузов и людей. Конечно же, в 19 веке ездили на лошадях. На дороге стояли специальные станции, где, показав документ, можно было получить новых лошадей, чтобы не тратить время на отдых. На повозке вешали колокольчики, чтобы работники вас слышали издалека и уже начали готовить лошадей. Часто приходилось обороняться и от разбойников, и от диких животных, так что использовали специальные палки. Некоторые из них делали из небольших деревьев. Вот этот шар на конце – это высушенные корни. Также очень интересна вот такая походная икона святого Николая Чудотворца, покровителя путешественников. Еще одна профессия – это чесальщицы. Чесальщицы прочесывали гребнями волокна льна, чтобы сделать из него ткань. Конечно же, тогда это делали вручную. Ну, а это прялка. Ее было принято украшать. На один конец садились, а на другой наматывали пряжу и делали из нее нить. Еще одна профессия – это коновал или ветеринарный врач для лошадей. В том числе он занимался кастрацией. И эта сумка коновала, на ней изображены 3 мужчины. Именно такое количество и требовалось, чтобы удержать коня и сделать операцию. Потому что, конечно же, никакой анестезии раньше не было. Профессия коробейник – это продавцы, которые ходили по улицам или ярмаркам со специальными коробами и продавали различные товары. Ну, как шелк, только такой грубоватый. А это что, чехлянка? Нет. А, вот он пряник, а вот это что такое? Сейчас я скажу. Так, мы продавались бусы у нас, конечно, Веревочки пластмассовые, но... Чай, наверное. Нет. Нет? А, что? Чай, наверное. Да, это Это же пуэр. Итак, это кумач, ткань красная. Также продавали кушаки, пояса, подпоясаться. Ну и, конечно же, сладости. Еще пеньку. Пенька очень была дорогой. Вот такая она, конопляная пенька, веревка. Ну и
заморские товары, грецкие орехи и, конечно же, чай. Да, у нас пуэр. Но тогда был тоже кирпичный чай, то есть он прессованный, самый лучший. Считалось, что везли из Китая чай как бы в Москву и в Петербург, и в центральные части, но до них доходил не самый лучший чай. Самый лучший чай оставался все-таки в Сибири. Да. Кстати, я потом нашла этот чай в музее. Вот он. Ну и, конечно же, извозчик, по-современному таксист. И уже тогда у них были номера, чтобы на них можно было пожаловаться, в случае чего. А это настоящий фонарь 19 века, символизирует профессию фонарщика. Сначала фонари заправляли животным жиром, а потом керосином, но потом уже пришло электричество. После завершения экскурсии я пошла бродить по музею и нашла просто чудесную рекламу 19 века. Амфитеатр «Весельчак», Красноярск. С дозволения начальства воскресенье 10 января 1793 года дан будет большой разнохарактерный увеселительный вечер, в котором каждый из посетителей на все контрамарки получит бесплатный подарок. Главный подарок – корова, стоящая 15 рублей. Теперь давайте посмотрим на дом купца. А это дом крестьянской семьи. А вот очень интересный фрагмент избы конца 17 века. К сожалению, мне так и не удалось снять шкаф нормально, но окно видно лучше. Мне кажется, что это окно сделано из слюды, потому что стекло тогда было очень дорогое. Еще посредине музея стоит корабль. Конечно же, есть и макет острога, то есть укрепленного населенного пункта, с которого город Красноярск и начался в 1628 году. Вот очень интересная икона 18 века. Если вы посмотрите на нее внимательно, то заметите, что голова святого намного больше, чем должна была быть в сравнении с его руками. В православной иконописи
Это частый прием, который подчеркивает святость изображенного человека. И, конечно же, как нормальный сибирский музей может обойтись без скелета мамонта. А это я скачу перед всякими животными, обитающими в Красноярском крае. Пока я гуляла сама по себе, наконец-то пришло время лекций о сибирской кухне 18-19 века. Помимо того, что ели обычно мясо, рыбу, грибы, овощи, из интересного, как вам такое, медвежьи лапы. Фотографии вставлять не буду. Я никогда не ела медвежатину, ее вполне можно купить, и сейчас на медведей разрешена охота. Очень интересный кухонный прибор – самовар-кухня. Обычно самовар используют только для кипячения воды, а у самовара кухни есть несколько отделений, то есть можно за один раз приготовить или разморозить несколько блюд. И тут же к нам врывается еще одна забытая профессия – сбитенщик. Это мужчина слева. Сбитень – это напиток из меда и различных пряностей, растворенных в кипятке. И носили его вот в таких самоварах-чайниках и продавали на улицах. А справа стоит ходебщик. Если на него внимательно посмотреть, то понятно, что это ходячая реклама. И вот как раз эта форма для вафельницы. Ее ставили в печь, там она могла легко просохнуть, ее не мыли, только протирали. Здесь же представлена и пряничная доска. Они могли быть с разным узором. Здесь вы видите рыбку. В нашем крае живет много коренных сибирских народов, поэтому, конечно, об их культурах и бытах есть большая экспозиция. Но это я стою рядом с северным оленем. Его традиционно разводят многие народы севера, и его мясо тоже легко можно купить. У него очень специфический аромат. У мяса, не у оленя. Но у оленя тоже, наверное. А это чум эвенков. Тут жила семья в 3-4 человека. Также напомню вам, что на севере температура зимой достигает минус 50 градусов по Цельсию. Сверху чум покрыт оленьими шкурами. Это традиционная одежда эвенков. Если я правильно помню, это идол, который охранял жилище. Экспонат, от которого я офигела. Я, конечно, знала, что они существовали давно, но видеть вживую это совсем другое. А вот еще один потрясающий экспонат. Спинка нарты, то есть повозки с изображением Вселенной, представление еще одного народа – кетов. Конечно же, посредине у нас мировое дерево, слева солнце, человек, чум, рыбы, олени. Справа также животные и луна. Вот различные обрядовые предметы, птицы и копья, стрелы. Среди коренных народов распространен шаманизм. А вот еще один сибирский народ – хакасы. Я попрошу вас обратить внимание на национальный хакасский костюм. Скоро я еду в Татарстан, республику, где живут татары.
Конечно же, я вам оттуда привезу много видео, но интересно то, что и татары, и хакасы относятся к тюркским народам, хотя живут очень далеко друг от друга. На мой взгляд, у женской одежды есть явно схожие узоры и фасоны. А это саха, которой вспахивали землю для посева. Никогда еще не видела ее вживую. Они бывают разных конструкций, но выглядит этот процесс вот так. А теперь окунемся в древность. Подобные плиты, которые находят в Южной Сибири, относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Эти плиты связаны с религиозными обрядами, которые проводили люди, живущие тогда. А вот в таких горшках и бронзовых котлах они варили себе пищу. Чуть ближе к нам, уже в первом тысячелетии до нашей эры, люди стали выбивать петроглифы на камни. У меня есть видео на канале, где я ездила смотреть петроглифы. Когда-нибудь я и вот до этой писаницы тоже доеду. Это не настоящие камни, а прорисовки со скалы. Сама скала стоит на своем месте под открытым небом. Погребение тагарской культуры 8-2 век до нашей эры. Саму яму выкладывали каменными плитами, а на землей ставили деревянный сруб и засыпали сверху землей, делая холм. Мне очень интересно, настоящий ли это скелет или нет. Ну, а в конце ночи музеев нас ждал концерт ивенкийской певицы Айна. Все ссылки на нее я оставлю внизу, чтобы вы смогли послушать ее музыку. Но обратите внимание, что у нее на груди висят 2 варгана. Варган – это музыкальный инструмент, и звучит он вот так. Ну что, я надеюсь, что вы добрались все-таки до конца видео, но я предупреждала вас в названии. Надеюсь, что вам понравилось это маленькое музейное путешествие. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь своими впечатлениями в комментариях. До скорой встречи, всем пока!